Приехали на Кайт-Бич поиграть в волейбол. Стоимость здесь 50 дирхам, на 2 часа мы взяли. Вот здесь люди играют. Что, Диар, какие ожидания у тебя? Надеемся на хорошее. Красиво! Играй! Паш, где мы находимся? Сколько времени? Время 9 часов вечера. Мы пришли на Кайт-Бич, чтобы искупаться в этом чудном заливе и отдохнуть. Короче, если серьезно, играли в волейбол 4-на-4, очень классно поиграли, очень пропотели, очень хорошо развеялись. Короче, я иду купаться. Я пошел. Вода чудесная. Соленая. Как я люблю. What is your subject basically about? So one night in Dubai. Basically, it's about student life. We're a student here, yeah. So, but I'm not a student. Okay. So what can we do? Do you know something about Dubai life? I've been here for 3 months. So I'll be saying my experience within 3 months, and I'll say it's fucking awesome. I prefer, like, I wish everybody comes here. Okay. So guys, I'm tuning in. Bashrock is here. So we're talking about one night in Dubai. I've been here for almost like 3 months, but I advise everybody to move here. The country is amazing, the weather is amazing, the people is amazing, and everything is amazing. So here's my advice: move from your place, join Dubai, create a new life. Peace out. Cool, it was cool. Че, Денис, готов? Готов. А ты? Ну, ты готов? Я тоже готов. Отлично. Едем на поинте. Куда мы отправляемся сейчас? Сейчас отправляемся в замечательное заведение, кусочек Москвы, Дубая, называется на Патрике. На Патрике. Находится, как я знаю, на Пальме. Пальма — это искусственно созданный континент. Сюда привезли кучу песка и просто-напросто построили заведения, отели, рестораны, гостиницы, апартаменты, да. Как говорится, пока, куда бы и не опаздывал, пока не включится Bluetooth, я никуда не еду. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000. С кайфом так ездить, на самом деле. Особенно вечером, ночью, когда вообще не жарко. При этом, например, летом в Дубае, конечно, даже ночью, даже в это время, вот сейчас 26 градусов, но было около 30, и даже дело не в температуре, там совсем другая влажность, то есть душно, как в хамаме. Вот. И некомфортно даже гулять, ты пройдешь 100 метров вечером, ночью, и ты весь мокрый. Расскажи, пожалуйста, как ты давно в Дубае и нравится ли тебе вообще Дубай? Ну, я из Москвы переехал в Дубай где-то год с небольшим назад. Вот. Дубай — это неоднозначный город. Вот. То есть он привлекает своими фасадами, да, но в то же время здесь все такое искусственное. Нету никакого исторического центра и так далее. Вот. Это, конечно, город в энергетике схож с Москвой. Вот, в том плане, что здесь все люди заряжены на движение вперед, на карьеру, большинство. Как только я приехал в Дубай, мне он сначала совсем не понравился. Вот, во-первых, потому что у меня сейчас не идеальное знание английского. Вот, тогда было очень сложно в каких-то
фразах, словах, которых в школе не учат. Например, что такое French fries, да? То есть французская картошка, но на самом деле это картошка фри и так далее. Вот. Но в целом я со временем привык. Также первое время было немножко скучновато, потому что не было каких-то друзей, знакомых, с кем можно провести время. Вот. И также со временем все это появилось, и здесь очень много русских, здесь все люди очень открытые. Как бы сейчас Дубай меня устраивает всем, как в целом город, в котором можно жить и развиваться. Вот. Единственное, что, конечно, цены здесь очень дорого жить. Здесь очень дорого жить, и город тебя провоцирует тратить. Он также тебя провоцирует и зарабатывать больше. Вот. То есть в этом, наверное, есть некоторый плюс, но, конечно, город очень дорогой для жизни. Это 100%. Но по поводу того, что город был построен искусственно, здесь все такое искусственное, я считаю, что с одной стороны, да. Но с другой стороны, если посмотреть, представляешь, это все сделали люди. То есть все настолько вообще возможно, что из обычной пустыни город построили, возвели. И сейчас он является туристическим, финансово-образовательным центром, как я говорил ранее. То есть на самом деле это не может не мотивировать. Но город однозначно провоцирует тебя, как ты сказал, тратить. Это 100%. Ну, что можно сказать, то, что, как ты правильно подметил, этот город не оставляет никого равнодушным. Либо тот, кто сюда приезжает, он в него влюбляется и хочет здесь жить, вот, либо он просто сразу понимает, что это не его, и все. Конечно, темпы развития Дубая как города, они впечатляют. То есть я здесь совсем недавно, вот, но общаясь с людьми, которые были в Дубае 5 лет назад, это, казалось бы, такой малый срок, но большинство районов просто не существовало. Вот. То есть на месте, где сейчас вполне такие прямо оживленные места, вот, там дома, тротуары, рестораны, заведения, вот, то есть 5 лет назад вообще были просто пустыри. Ну да. И несмотря на такое активное развитие города, все еще очень много свободных участков. Вот, в частности, там в районе Бизнес-Б, там идет постоянная стройка. Вот. И также есть районы, которые полностью были застроены, такие как Даунтаун. Я вот некоторое время назад был на одной там конференции, вот, и там докладчик рассказывал то, что в Даунтауне был продан последний участок. Вот, Даунтаун — это район вокруг Бурдж-Халифа. Это все застроила компания Emaar. Это крупнейший застройщик в Дубае. Именно 50%, ну, примерно, владеет, насколько я знаю, государство. Вот, на остальные 50% это акционерная компания. Right now, I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Денис, куда мы приехали? Мы сейчас поднимаемся наверх в нашу маленькую Москву. Здесь по соседству находятся Березка и Патрики. Вот. Если кто искал Березку в Дубае, то она находится на Пальме, в местечке в The Point. Так, Денис, расскажи о себе. Ты много уже полезной информации сказал по поводу Дубая. Мне 27, я разработчик, если по-простому программист. Вот. Я уже в IT лет 5. И знаешь, как только я начал, как я получил свою первую работу, это было очень воодушевляюще, потому что я сразу как-то понял, что это дело мне интересно в этом развиваться. Сейчас я пишу смарт-контракты. Вот, ранее я писал обычные приложения, там, а-ля соцсети и так далее. А мы сейчас находимся на Пальме, на искусственно созданном континенте. Сам остров был построен не так давно, примерно лет 10 назад. Как я говорил в предыдущем эпизоде, здесь вообще ничего не было, была обычная пустыня. Вот здесь вот мы находимся. На самом деле здесь в основном есть народ, но почему-то сейчас время вот уже
час 0:45. И, как можно заметить, здесь никого нету вообще. Видимо, они просто-напросто либо уже спят, либо просто сюда не приезжают. Еще одна интересная тема, которую я узнал совсем недавно, это парковка, где мы припарковались, стоит 20 дирхам в час, это примерно 400 рублей. Но если ты здесь кушаешь или постригаешься в барбершопе, например, твою парковку просто-напросто списывают, и твоя парковка выходит тебе бесплатно. Дубай для тех, кто имеет представление, чем он будет жить, с какой идеей он сюда приезжает. И приезжать сюда просто с деньгами – это бессмысленно, и человек моментально все протранжиривает, потому что большие цены, очень много всего интересного. Но если ты имеешь некое представление о том, что ты будешь делать дальше, как ты будешь тут развиваться, как ты будешь продвигать свои интересы и свои идеи, это очень классно.